Девочки меня спрашивали, всем привет. Аня, где же ваши орхидеи? Девочки, да все они здесь. Вот сейчас, конкретно в этот момент, когда вы смотрите этот фрагмент, я занимаюсь их поливом. Верхнюю полочку стеллажа я уже пролила. Тут уже остатки цветения. Вот моя кимоно бабочка. Вот ее кустик. Я, кстати, верхний сегодня проливала душем именно грунт. Не розетки, а грунт. Отстегивала вот эти вот блюдца. Но вот все равно, видите, тут какая-то ерунда. Не нравится мне вот такой цвет. Ну, проливала, чтобы от солей избавить. Вот розочка у меня здесь доцветает. А вот это Apple Golden, как она называется? Golden Apple. Она там еще один цветонос. Вон, видите, новый растит. Только отцвела и вновь опять. Измаэли сегодня с вами пересадила и решила снять еще такое видео. Вот она здесь стоит, еще не политая. Дня два постоит без полива. Моя вот бабулетка Тамара на 3 цветочка. В общем, все цветоносы засушила наконец-то за столько лет. И я срезала, и вот на одном еще есть цветение. Так, Тошка-кокошка здесь у меня цветет. Ну, на этой полочке уже отцветает вот эта бабочка-панда. Все, думаю, может цветонос ей срезать. Она у меня, кстати, пересажена совершенно недавно. Вот таким образом. Ее стаканчик с мхом немножко распушила, я добавила мха. И внизу керамзит. И вот нету, где-то потерялся вот этот двойное кашпо. Не могу найти. Кто-то в нем сидит. Пришлось вот так поместить в такой горшочек. И, в общем-то, вот так она здесь у меня растет. Ну и моя обалденная, очаровательная орхидея, которая из храма. Но она меня здесь просто радует. Не знаю, девочки, я ее название не знаю. Она красотка. Сейчас я ее полила, но вроде как. Надо бы ее снять, тоже грунт пролить. Но не сегодня, не в этот раз. Уже я, наверное, когда она цветет. Потому что с большими такими цветоносами я прям вот так в одну точку лью. Главное, чтобы не начался оттуда поток воды. Надо сейчас протереть полки. Потому что стеллаж металлический может начать ржаветь. И вот такие пятна, знаете, круги оставлять. Так, вот это здесь спряталась красотка Волукейшн. Вот она цветет. Вот она. Ой, вот постоянно это происходит, потому что вот так вот я прихватила здесь. И он все время падает. Слушайте, ну красавец. Красавец Пилор. Сказала красотка, но просится, конечно, другое. Вот как-то вот сказать про нее, про эту орхидею он. Красавец Пилор. Достаточно крупный. Так, кто здесь у меня еще? Вот это моя несостоявшаяся пилоричная мечта. Ну, это не было мечтой. НСК Авель. Да? Авель же ж? Абель. Абель. Господи, я вечно Авель называю. Очень такая, я вам скажу, не капризная орхидея. Очень хорошо пошла в рост. Ну, прям замечательная. Ну, вот она без мутации. По крайней мере, это ее первое цветение. Опять-таки, повторюсь, садовник мог бы все-таки постараться и процвести хотя бы и сделать выборку. Пусть это было бы дороже, но не так вот пальцем в небо. Потому что девчонки все жалуются, что у большинства вот простачки. И видела, Марина, у вас тоже разочарование, репортаж. Но она все равно такая желтенькая, классненькая. Вот уже давно цветет и не теряет. Не, ну немножко теряет она, конечно. Немножко теряет оттенок.
Там, где солнышко на нее попадает, но все равно симпатяха. Это вообще, вон, смотрите, какая выгоревшая дама. Не знаю. Прям я в замешательстве. Это у меня вот две такие дамы. Ну, для разнообразия. Почему нет? Да? Так, все, полила. Сейчас я еще пилора полью. И вот эти красивые листья у меня здесь такие. Вот такие красивые листья тоже пересадила. Добавила мох. И вместе с моховым стаканом посадила. Буду поливать по чуть-чуть. Пусть растет в мхе. Красавчик. Красавчик вот этот... ну, вы знаете его. Вы его знаете. Он очень красиво цвел у меня. Почему я не могу прочитать? Так мелко написано. Девочки, надеюсь, вы прочитаете. Вот так вот. А здесь у меня всякая малышня на восстановление, которая как-то не пошла хорошо. Леолин Sparrowed Cat. Ну, у меня он как бы не имеет большую розетку. Сидит в плагроне. Но листья что-то покидал. Покидал листья. Но сейчас идет новый листочек здесь. Я надеюсь, что с ним все будет в порядке. Как-то он с одной стороны, этот котенок, сбросил сразу несколько листиков. Боже, какая ты прелесть. Так, кто у меня здесь еще стоял? Я их сняла. Вот они здесь. Ой, извиняюсь за такие вот неподобства. Просто поливаю и протираю листья. Это вот красавец Юкидан. Смотрите, какой классный. Он уже выпрыгивает из этого горшочка. И смотрю, что вода вылилась. Я его перелила. Такой корень идет мощный. Мощный корень идет. Но он сам по себе мощный. Это 2,5. Вот так вот цветет уже в размере 2,5, да? Впечатляет. Впечатляет. Размер 2,5 и уже вот такой красавец. В общем, надо его перекидывать в больший вазон. Так, а здесь рядом, кстати, девочки, там где-то у меня в вазе трещина. Вот вижу здесь. Я прошлый полив как-то его взяла неудобно. Растет листик. Это вот этот мой красавчик. Красавчик Патрик. Думала, может почки намазать ему. Так, Юкидан перевешивает, падает. А потом думаю, нет, он же у меня такой не сильно здоровый. Хотя бы пускай нарастит хорошо корневую. Она, конечно, там растет, корневая. Пускай листьев нарастит. Пускай все у него будет хорошо. Чтобы он уже окончательно у меня адаптировался. А потом уже будем думать про намазывание почек. Но надо же эту красоту подвоить, потроить. Красавчик. Ну, у меня вот такой. Это тоже много месяцев его цветения я наблюдаю. Он уже такой не яркий, но мне очень нравится, как он слаживает вот так вот свои петалии в виде тюльпанчиков. Класснючий. Ну, это вообще, да? А это вообще. Тихонечко радуюсь своей сидерее японике. Наконец-то какой-то там процесс пошел. Я решила вообще здесь ничего и не подкладывать, никаких... Ой, капает, девочки. Никаких не подкладывать ей сверху там. Не знаю, разве что потом попозже положить ей вот этого коковолокна. Мох не хочу ложить, думаю, вдруг там что-то начнется, какой-то процесс нехороший. Перелила я. Но она неплохо так пошла. Вот, смотрите, корень идет такой. Щеки. Корень вот один идет, там еще корни вот второй. Идут корешки вниз с удовольствием. Так сказать, держат путь по направлению к этому подстегному блюдцу, наполненному водичкой. Так, сейчас буду все расставлять. Она у меня, знаете, где стоит? Вот прям под этой сакурой. Я называю эту красоту сакура. Но это, конечно, не сакура. Вот так, вот так, вот так. Вот так вот. Вот они здесь дружат. Сидерея японика
И вроде как ей там не сильно много света, да, за счет листьев, вот фаленопсисов, которые побольше. Но она очень неплохо там устроилась. Это красота. Так, это сюда. Тут же вечно как вот поливаешь, какую-то рокировочку сделаешь, переставишь, потом думаешь, ну как оно было, как оно было. Так, вот эту красоту. Вот всех люблю. Девочки там как-то смотрю, избавляются от каких-то таких разочаровашек. Я всех оставляю, я не знаю. Может быть, надо действительно как-то прошерстить коллекцию и девчонки вам предложить. Может, кто-то приютит вот без мутации. Вот кто у меня тут такой без мутации? Ну вот здесь вот эта красота без мутации. Ну она красивая, желтая, яркая. Так, ну это если вот у вас прям действительно вот такое прям, что вот жить не могу без мутации. Здесь я не знаю, но я не думаю, что второй цветонос с другой стороны прям даст мне пилорчиков или бабочек. Что-то я очень в этом сомневаюсь. Хотя кто его знает, кто его знает. Видите, какая красота. Вот это даже желтее, симпатичнее, чем вот, да, чем Патрик. Так, кто у меня здесь? Здесь у меня вот осталась последняя, вот эта, которая такая вот получилась непонятная. Но я вижу, что у нее здесь что-то вот продолжение следует. Так, вот это моя еще одна из храма. Ну, очень больненькая такая. Ну, растет, растет. Я топсином ее помазала. Котя, не котя, господи, хот-кис. Я его котярой назвала. Хот-кис цветет здесь. Такой молодец. Это азиатский хот-кис. Причем, девочки, ужасно посажен. Просто ужасно. Почему ужасно? Потому что вот с тем комом мха ужасного засунут в горшок. Боялась его даже требушить. И обложен просто корой. Это просто. Я вот на него смотрю, и я боюсь даже туда к нему лезть. Но пока вот так. И вот корни пошли уже гулять, видите. Короче, сейчас буду поливать его, потому что он тут уже... Ну вот как вот это можно выделать. И причем поливаю я его, просто доливаю воды. Ага, вон такие корнища у него, видите. В общем, уже непонятно, чем он там вообще, как у него там дела и что происходит. Но я так понимаю, что скоро все-таки придется с ним что-то делать. Ну, пока цветет, я его и не трогаю. Красавчик. Так, что тут у меня на этой полке, кроме хуткиса и бургунь? Это же бургунди? Да, бургунди. Девочки, похожа на бургунди. Моя красавица кружева Виктории. Вот она. Она у меня в плагроне. Давайте, кстати, я, давно на нее не смотрела. Вот. Виктория Слейс. Ну и чё? Ну и как? Вот смотрите, как она в камешках растет. В чем у вас Виктория растет? Вот у меня Виктория вот так в плагроне, девочки, сидит. Она у меня один раз цвела, когда только приехала. Вот с этой стороны лист, короче, скинула. А я думаю, так, стоп, это что такое? И в этом году пропустила цветение. Я говорю, а ну давай вперед. Пойдешь ты, дорогая моя, вот в эти шарики наращивать корневую. Вот корневая хорошо наращивается. Насчет большого количества листьев и крупных розеток, мне кажется, не стоит. Ну, если только кормить хорошо, каждый полив там, да, удобрять, тогда что-то будет. Но главное, что, девочки, она жива. У кого жива Виктория Лейс, поставьте лайк и напишите, вот жива у вас она или нет. Я вот вспоминаю, когда же я ее получила, ну, наверное, уже года 2 она у меня, да? Вот не подписала. Я вам на видео напишу. Прям зайду, посмотрю свои заказы. Ну, я рада, что она, смотрите, что она жива. Я уже за нее забыла. Так, и жива вот эта малявка. Это я сняла с большой своей орхидеи. Вот смотрите, какая прикольная. Это ее первое цветение. Она такой безумно красивый цветочек. Ой, мои только что позвонили, говорят, сейчас приедем, тебя покормим. Ну, представляете, у меня сколько хозяйства тут, девочки. Начать и не кончить. И говорит, повезем тебя на море.
Я с удовольствием погулять. Так, здесь что у нас? Ну, тоже вот корни уже внизу, только единственное, видите, свет. И тут я психанула и насыпала, видите, осмокота. Ну, ничего, ничего, цветет пока, корень растит. Ну, так что не самый плохой вариант, вот такой вид посадки. У меня, я смотрю, у меня в разных видах посадки. Вот это что-то у меня вела себя не очень, да и сейчас лист какой-то идет не очень. Я посадила вот так. Это какая... Представляете, я забыла, не знаю, где вот этот у нее маркер. Но это вау. Она, по-моему, пахнет. Да, она очень вкусно ягодно пахнет, а-ля тетрасписы вот так пахнет. Это уже не свежий цветочек, это уже цветочку несколько месяцев. Прикольная орхидея. Она очень компактная. Возможно, это кто-то из метушных. Возможно. Но кто, я забыла. И видите, надо давать удобрения, потому что это как будто как хлорозный лист, да? А может быть, это вот так он выходит от пересвета вот на полке. Все может быть. Здесь только у меня было какое-то, помните, пятно. И я вот ее реже поливать стала. Что листьев мало. А, она даже вот, она мокрая до сих пор. В общем, я ее замазала, и я ее и сейчас не буду поливать. Вот видите, какие еще мокрые корни. Так, отправляешься обратно. Цветешь и радуешь. Только радуешь, знаете, как вот стеллажи, это неплохо. Но если они стоят в таком вот месте, где-то в закутке, надо специально вот идти и искать эту красоту, чтобы полюбоваться. У меня здесь так еще узенько. Надо брать чашечку кофе и любоваться. Так, вот эту красоту я еще не пересадила, но думаю, что уже надо переваливать. Это у нас Яфон Golden Leopard. И посмотрите, девочки, какой красивый цветочек, когда он открывается. Вот этот, например. Упасть, не встать. Вы видели видео про нее. И смотрите, через буквально неделю, через две вот такое. Ну, этим-то цветам уже пару месяцев, наверное. Ну, посмотрите, во что превращается леопард. У него линька, что ли, не могу понять, начинается. Ну, свежий цветок, просто вытвор мистецтва. Ну, просто вытвор мистецтва. Хоть бери, блин, и обрывай вот это вот. Тут уже часть попадала, цветочков. Ну, мне не нравится, что он так себя ведет впоследствии. Вот если бы он вот такой оставался месяца два, ну хорошо, пускай месяц, я тогда бы сказала, что я тебя, я обожаю, а ты мной обожаем. Вот даже Патрик, хоть и выцвел, но все равно такой симпотный. Ну вот что ты, растит листик, но он сейчас в фазе роста, о, надо им заняться. Хотя, вот если честно, места-то еще, в принципе, для него достаточно, поэтому, так, мокрый, но он вроде влажный, сверху можно немножко капнуть, ну, посмотрим. Не буду еще в этом году его трогать. Хай себе возьмет все из этой посадки. Посадка садовника. Так, девочки, это моя, господи, боже мой, виолацея. Вот ее надо полить. Виолацея индиго. Наконец-то она адаптировалась, еще ни разу не цвела. Моя виолацея, которая red, она уже цвела, а индиго нет. Очень хочется увидеть, как она процветет. И хочется уже не один год. Это я очень давно заказывала, еще орхидеи свиту я заказывала. Боже, я не помню, какой год. Я сейчас уже давно орхидеи свиту не заказываю. Даже не знаю почему. Может, потому что у них там все в долларах написано. Так, о, тут кто-то листья решил съесть свои. Что, не хватало тебе ежи? Что ты съел листики? А ты кто? Это кто-то из тех орхидей, которые мне вот достались в ужасном состоянии. У девочки летом, а вот корень идет хороший. У девочки летом запарились орхидеи. Да, вот видите, вот корни есть. И видите, не хватает, видимо, сил, чтобы простить вот этот верхний листик. И кушает нижний. Вот.
Ну, в любом случае, это не надо расстраивать так еще. Пока не отдает, не забираю. Пока сам не упадет. В любом случае, расстраиваться вот из-за этого не надо. Лист и корень живет примерно 2 года. Поэтому вы же понимаете. И она моноподиальная, растет вверх, низ как бы низ опадает. Вот я вам сейчас покажу. Вот мне надо делать пересадку. Вот тут уже корень идет. Мой Magikarp уже много лет цветет, красавчик. Но вот он постепенно превращается в пальму. Я его хочу вытряхнуть всего и перебрать там корни и его немножечко облагородить. Перескочила вам с этого красавца на этого красавца. Ну, он, конечно, красавец, что говорить. Так, и вот, о, смотрите, ушла со стеллажа, пришла сюда. Тут у нас цветонос. Знаете, у кого? У этого красавца. Вот последний цветочек, который отвернулся от света, вот такой прям яркий. А те, которые на свету, они уже вот такие вот. Так, и эта красота все цветет у меня. Вау, вау, такая акварелька. Классно. И вот она тоже там, кстати, вот так же, видите? Вот с такой вот тонкой шеей. Вот это все надо вытряхивать и пересаживать. Вот так вот. Тетраспис мой тут лежит полулежа. Он что-то там растит. Корень, наверное. Да, это корень, это не цветонос. В общем, короче, не переживаем за то, что вот так происходит. Вот это моя последняя. Но это не останется, это из тех, помните, посылочка с одной орхидейкой, Fuller's Sunshine. Вот она у меня здесь уже подсохла, надо ее полить. Помните, она без тургора пришла от Ольги Вовка. И буквально на второй день я ее отпоила, все нормально. Такая вот красота. Интересная очень орхидея такая. Ставлю вам фоточку. Посмотрите. Вот это вот, смотрите на этот лист. Видите? Это бананка. Бананарама. Мне как-то не понравилось. Она в этом году пропустила цветение. В прошлом году, 24-25, она цвела. Вон, видите, цветоносик. А в этом году пропустила. Так вот, мне девочки писали: Аня, продайте. Потому что мне не понравилось ее цветение какое-то. Ну, она была меньше. Не было вот этих больших листиков. Что она мне тут живет вот так вот живет. Есть пропавшие корни. Да, живет себе-то и живет. Растит вот. Я говорю, нет, пускай остается. Ой, девочки, что я закашлялась. Она когда выдала вот такой лист большой, я прям ее оценила. Не знаю чего. Может, она так загорает. Гляньте, какой у нее цвет листа. Баклажан. Да? Странно. Может, ей так, ну не знаю. Ну, вот стоит здесь под лампой. Вот. Под лампой 18 ватт. Такой вот лист растит. Но не цвела, продинамила. Так, доцветает мой. Уже пора бы, конечно, этот Санта-Клаус. Вот один у него цветонос, вот второй. Сейчас полью. Ну, что-то так корни на поверхности мне его не нравятся. Ладно. Мне кажется, надо поубирать вот эти чипсы. Я сначала думала, что это будет хорошо. Девочки посоветовали, говорят, ой, чтобы не пересыхал верх. А мне кажется, какие-то ожоги от этих чипсов. Вроде и вымачивала. Может, плохо вымачивала. Они же с солями там пропитаны. Ой-ой-ой, как. Так что все, друзья мои. Вот такая вот наша картина маслом. Всем вам огромный цветочный привет. Сейчас буду все тут дополиваю все полочки, проверю здесь. Тут у меня всякое разное. Всякое разное. Вот даже катаситрум что-то выдал, я вам показывала. Не знаю, что-то там выдал с двух сторон. Надеюсь, цветонос. Ну и всякое разное здесь. Этот мой биглип не цвел давно. В прошлом году цвел. Панда. Вот красавец. Это мой красавец Мауди. Так, жду от него цветения. Мауди Альба.
Здесь у нас новые везде росты, короче говоря. Вот там фаленопсис затерялся. Ты кто? King Car Rainbow. О, кстати, у меня вот он в таком состоянии не очень. Мне надо его пересадить. Сильно большой для него горшок. И в другую систему. Девочки писали, там что-то он порасцветал у всех ужасно. Абы как. А я ей ничего не могу сказать, бо у меня вообще тишина. У меня он еще вот в таком зачаточном состоянии. Слушайте, 23-й год. С ума сойти, это что за 3 года у меня ребенок вообще не вырос. У людей уже зацвел, а у меня даже еще ничего нет на нем. Ну да, он у меня периодически сбрасывал корни. Почему в этом горшке он оказался? Потому что корней-то было много. Видно, он их опять сбросил. Короче, надо вытряхнуть, девочки. Сейчас его прям отставлю. Надо вытряхнуть и посадить его по-нормальному. Посадить его. Хотя вот растит же. Ну, что-то ему вечно зле. Вечно зле, вечно он недоволен. И вот еще, вот они у меня тут прям собрались. И вот еще один тоже. Это вообще, знаете кто? Самара. Это Виолацея на белину. Это вообще какая-то странность. Во-первых, пообрезала листья, начала что-то непонятно, что там происходить. И вот тут вот пошел какой-то странный лист. Так что всех обнимаю. Всем всего самого наилучшего.